привет, дорогие друзья! Сегодня в эпоху маркетологов и полного отсутствия полета инженерной мысли мы продолжаем вспоминать интересные мотоциклы, которые, к сожалению, были сняты с производства. Начнем с короля некедов своего времени Suzuki GSX 1300 B-King. Напомню, этот зверюга впервые был представлен в виде концепта с наддувным двигателем мощностью 240 лошадиных сил в 2001 году, когда Kawasaki еще даже и не задумывались над своим H2. Но пустить в серию такой B-King в Suzuki, естественно, не осмелились, а очень жаль. В продаже этот самый большой Naked появился в 2007 году. Мотоцикл был построен на базе известного всем гипербайка Suzuki Hayabusa, унаследовав от него немного перенастроенный двигатель объемом 1340 кубических сантиметров, который здесь выдавал 183 лошадиные силы и 146 ньютон-метров крутящего момента. При сниженной массе в 262 кг разгон от 0 до сотни занимает всего 2,8 секунды, а максимальная скорость около 300 км в час. Средний расход заявлен в 7 литров на 100 км. Бак вмещает всего 16,5 литров. К сожалению, B-King ушел на покой в 2012 году. Yamaha MT-01, который является примером воплощения инженерной мысли в металле. Этот необычный мотоцикл застал еще то время, когда мотопроизводители хотели выделиться, удивить и привлечь своей продукцией новых покупателей. Уникальный спортивный ростер Yamaha MT-01 японцы выкатили в 2005 году. Его особенностью стало объединение большого ветвина с мегатягой со спортивным шасси. Силовая установка, взятая от круизера Yamaha XV 1700 Warrior, выдает 90 лошадиных сил и 150 ньютон-метров крутящего момента, полностью доступного уже к 4000 оборотов в минуту. При сниженной массе в 259 кг Naked до 100 разгоняется около 4 секунд. Максимальная скорость 210 км в час. Средний расход заявлен в 6,2 литра на 100 км. Бак вмещает 15 литров. Практически без изменений мотоцикл производился до 2009 года, в котором была выпущена лимитированная версия MT-01 SP. Несмотря на то, что сейчас Kawasaki возродила малокубатурные четырехцилиндровые спортбайки, такую ракету как Honda VFR 400R, которая с 1994 года сменила название на RVF 400R, мы больше точно никогда не увидим. Потому что этот спортбайк отличается от всех конкурентов четырехцилиндровым V-образным двигателем с развалом цилиндров 90 градусов, благодаря которому байк обладает ровной и мощной тягой во всем диапазоне оборотов, со старта и до самых верхов. 399-кубовая силовая установка выдает 59 лошадиных сил и 39 ньютон-метров крутящего момента. При сниженной массе в 183 кг малыш от 0 до сотни выезжает из 4 секунд, а максимальная скорость составляет около 220 км в час. Бак вмещает 15 литров топлива. Мотоцикл был снят с производства в 1998 году.
GSX 1100G появился именно тогда, когда в компании Suzuki просто захотели сделать обычный дорожник на кардане. В продаже классика с изюминкой появилась в 1991 году. Буква G в названии мотоцикла и означает, что он оснащен приводом от вала. Двигатель модели был позаимствован у GSX R1100. Естественно, по традиции его перенастроили под больший крутящий момент на низких и средних оборотах, что естественно предпочтительнее для дорожного мотоцикла. В итоге силовая установка объемом 1127 кубических сантиметров, которая имела воздушно-масляное охлаждение, выдавала 98 лошадиных сил и 99 ньютон-метров крутящего момента. В отличие от GSX R1100, который имел алюминиевую раму, классик на кардане получил обычную трубчатую, что не могло сказаться на весе мотоцикла, сниженная масса которого составляла 280 кг. Бак вмещает 22 литра топлива, максимальная скорость 220 км в час. Harley-Davidson Everroad — это первый нестандартный мотоцикл компании, который появился на свет в 2001 году, и его сразу же закидали негативом старые поклонники марки. Якобы это не настоящий Harley, у него жидкостное охлаждение, нет бешеной вибрации, от которой все откручивается, коробка не отдельно от мотора, да и выглядит он как чужой среди своих. Однако более молодой аудитории этот гибрид скорости и пафоса очень даже и зашел. V-образный двухцилиндровый двигатель объемом 1247 кубических сантиметров максимально выдает 125 лошадиных сил и 118 ньютон-метров крутящего момента. Относительно легкий по меркам класса байк весом под 300 кг, а от 0 до сотни разгоняется всего за 3,5 секунды, а максимальная скорость составляет 230 км в час. Семейство Everroad, которое спустя время признали одним из лучших творений американской марки, покинуло конвейер в 2017 году. Honda CTX 1300. Этот необычный туристический мотоцикл стал последователем Honda ST 1300 Pan European и появился в 2014 году. Однако сам после окончания производства в 2019 году преемника так и не получил. Главной особенностью мотоцикла является четырехцилиндровый V-образный двигатель продольного расположения по коленвалу, а цилиндры расположены поперек. Его объем составляет 1261 кубический сантиметр. Силовая установка переехала сюда от ST 1300 в дефорсированном виде и выдает вместо 126 только 84 лошадиные силы, а крутящий момент составляет 106 ньютон-метров. Разгон от 0 до сотни занимает 4 с небольшим секунды, максимальная скорость около 200 км в час. В снаряженном состоянии мотоцикл весит 338 кг. Бак вмещает 19 литров топлива. Yamaha XV 1700 Roadstar Warrior. Этот пауэр-круизер родился в 2002 году при задумке инженеров объединить круизерную силу с маневренностью спортбайка. Самое главное отличие от всех конкурентов — это, конечно же, легкая алюминиевая рама, которая на 40% жестче по сравнению со стандартной рамой серии. Задний маятник также сделан из алюминия и выполнен в стиле спортбайка. Такая конструкция была впервые применена в серийном производстве круизеров, благодаря чему в снаряженном состоянии мотоцикл весит всего 295 кг. Плюс сюда частично переехала подвеска и тормоза от Yamaha R1. 1670-кубовый V-Twin с развалом цилиндров 48 градусов выдает 84 лошадиные силы и 135 ньютон-метров крутящего момента.
От 0 до сотни байк разгоняется за 4 секунды, а максимальная скорость составляет 200 км в час. Средний заявленный японцами расход топлива 5,8 литра на 100 км. Мотоцикл имеет пятиступенчатую коробку передач и ременной привод. Yamaha XV 1700 Roadstar Warrior был снят с производства в 2010 году. Kawasaki ZRX 1200. Этот самый большой классик компании в 2001 году пришел на смену снятой с производства модели ZRX 1100. Его рядный четырехцилиндровый двигатель жидкостного охлаждения был увеличен до 1164 кубических сантиметров. Он стал выдавать 122 лошадиные силы и 112 ньютон-метров крутящего момента. Японские версии производили ровно 100 лошадиных сил. Сниженная масса мотоцикла 246 кг. От 0 до сотни байк разгонялся чуть больше 3 секунд, а максимальная скорость составляет 240 км в час. Бак вмещает 19 литров топлива. Классическая версия с круглой фарой была доступна только до 2004 года, а версия с полуобтекателем покинула конвейер в 2016 году, хотя могла продаваться и сейчас, так же как и Honda CB 1300. Еще один пример, когда перед инженерами поставили задачу и они ее с блеском выполнили, это легендарный мопед Honda Moto Compa. Этот складной малыш был разработан в 80-м году, как дополнение к автомобилю Honda City. Такая связка была неким маркетинговым ходом. Планировалось, что человек, имеющий такой комплект, сможет с комфортом добраться до нужной ему точки, например, кемпинга, после чего достанет компактный скутер и сможет мобильно передвигаться на небольшие расстояния. Однако мотокомпа можно было купить и отдельно. У мопеда складывались руль, сиденье и подножки, превращая его в небольшую коробку размером 1185 на 240 и на 540 мм. Это был самый маленький двухколесный транспорт от Honda. Он оснащался 49-кубовым двухтактным двигателем мощностью 2,5 лошадиные силы, сниженная масса 44 кг. Как вы знаете, четырехцилиндровая 400-кубовая классика сейчас осталась только в одном исполнении. Это Honda CB 400 Super 4. Однако ранее бешеной популярностью у начинающих пользовалась еще одна моделька. Это, конечно же, Suzuki GSF 400 Bandit, который и сейчас бы многие купили новым. Он производился с 89 по 97 год и мог похвастать двигателем от спортбайка Suzuki GSX R400. Рядная 398-кубовая четверка жидкостного охлаждения в последнем поколении выдает 53 лошадиные силы и 37 ньютон-метров крутящего момента. В снаряженном состоянии мотоцикл весит 188 кг. Бак вмещает 18 литров. Разгон от 0 до сотни занимает около 5 секунд. Максимальная скорость 180 км в час. Также выпускалась версия с изменяемой системой газораспределения Suzuki GSF 400 Bandit VC, у которой клапанная крышка красилась в красный цвет.